Приветствую вас на моем канале. Рада, что зашли. Хочу сегодня сделать прогноз на год, текущий год, 2024. Я уже делала прогнозы для каждого знака зодиака в конце прошлого года. Если вам будет интересно, вы можете найти их у меня на канале. Найдите себя, найдите свой знак зодиака, послушайте, что вам обещают карты на год дракона 2024. А сейчас давайте побудем немного волшебниками, посмотрим, что обещает нам год дракона. И, может быть, даже смоделируем немножко будущее своими позитивными мыслями и верой в то, что все обязательно будет хорошо. Я предлагаю вам выбрать одного из дракончиков. Буду делать два прогноза. Один вот на темного дракона, один на светлого дракона. Выберите себе одного, и этот прогноз будет именно для вас. Начнем со светлого. Вот он будет здесь. Итак, подскажите нам карты, что ждет в году дракона того, кто сейчас смотрит это видео. Что Новый год готовит? Совет от карт. И здесь будет любовь и отношения. И совет от карт. Материальная сфера. Совет от карт. Ваша карьера, работа в новом году. Здоровье. И совет от карт. И сюрприз года. И совет от карт. Итак, давайте посмотрим, что Новый год для вас готовит. 8 чаш и королева жезлов. В целом это может показывать, что у вас возникнет желание начать новый путь. Возможно, будут даже реализованы проекты на переезд, на начало новой работы. В целом вы можете чувствовать себя вот по королеве жезлов полны энергии в течение всего года и чувствовать уверенность в том, что вы твердо стоите на земле и вы готовы менять свою жизнь. Если вы в прошлом году планировали что-то новое, то вот в этом году как раз энергии дракона располагают к тому, чтобы начинать что-то новое, проводить какие-то изменения в своей жизни, начинать новый путь по 8 кубков. Идти своим путем, и вы будете чувствовать прилив энергии, чувствовать, что у вас достаточно сил, чтобы что-то менять в своей жизни. Любовь и отношения. Выпала двойка пентаклей и иерофант. Может показывать, что у вас прочные отношения, прочный союз. Вот такой пентакль в знаке бесконечности между двух людей, между вашим партнером и вами. Также может по иерофанту показывать, что вы оформите свои отношения вот в этом году. Может быть, вам сделают предложение. И если вы еще не были замужем или женаты, то вот в этом году есть все предпосылки оформить отношения, потому что иерофант — это такой человек консервативных взглядов, и, в принципе, отношения
должны быть не просто сожительство вместе, а как бы нужно оформить брак. А если же вы уже в браке, то это вам сулит стабильность в отношениях, а без особых каких-то взлетов, падений. Ну, как бы вот в любви и в отношениях год обещает быть стабильным. Если же вы еще не встретили свою половинку, то у вас есть все шансы встретить его, возможно, в каком-то путешествии, может быть, он в каком-то другом городе живет, может быть, кто-то из вашего окружения, с которым были раньше деловые отношения, может быть, это коллега по работе, а может быть, сосед в вашем доме. Обратите внимание, а может быть, это был может быть, вы где-то учитесь, и это кто-то из окружения вашего. В принципе, вот по отношениям и любви год обещает быть стабильным, уверенным, приносящим вам радость. По материальной сфере. В материальной сфере выпала у нас Великая Жрица и Девятка Кубков. Великая Жрица может, конечно, показывать какие-то скрытые, решим, что хорошие, какая-то скрытая информация для нас еще в ее книге. А также карты вам советуют обращать внимание на свою интуицию, и вы будете довольны. Вот полные чаши у этой драконихи по девятке кубков сулит вам, что прислушивайтесь к интуиции, не делайте поспешных каких-то шагов и там, не знаю, вложений куда-то. Изучайте лучше по Великой Жрице, изучайте информацию, прежде чем, не знаю, вложить деньги куда-то, провести какие-то инвестиции или одолжить эти деньги. Вы лучше берите расписку с того, кому вы одолжаете эти деньги. В общем, проявляйте осторожность в материальной сфере, и вы будете довольны, вы будете приумножать свои материальные богатства. Вот будут наполняться ваши кубки, будут вам прибыль приносить. Но действуйте с умом, не делайте необдуманных шагов. Лучше 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Лучше подумать, прежде чем что-то предпринять в материальной сфере. По работе, ваша карьера или ваша работа. Выпала 8 пентаклей. Как бы вы хороший, ценный работник, много работаете, стабильно у вас все. И 9 мечей, что может показывать, что карты вам советуют не перетруждаться. Иногда берите отпуск, выходные. Не стоит так уже, нельзя заработать всех денег, поэтому планируйте свое время так, чтобы у вас был и отдых, иначе у вас есть шанс впасть, не знаю, выгореть на работе, впасть в какую-то депрессию. Ну, будете чувствовать себя усталым. Вот. И не бойтесь, 9 мечей, еще такие карты страхов. А вы все делаете правильно, и как бы по карьере все должно быть у вас хорошо. Единственное, что может вот слишком сильно не впахивайте, не работайте слишком много. Делайте себе выходные дни, планируйте свой отдых, тоже это важно. По здоровью выпала 10 мечей и король кубков. Это может показывать, что у вас в течение года может быть запланирована какая-то операция. Соблюдайте все рекомендации врача, принимайте все лекарства, и все будет хорошо. А также еще по королю кубков может показывать карта, что не злоупотребляйте
в частности, алкоголем. Или вообще, если у вас, обратите внимание, если есть какие-то вредные привычки, то может иметь смысл остановиться, потому что все может закончиться, ну, обращением к врачу и даже каким-то вмешательством хирургическим, каким-то операциям, какому-то сложному лечению. Поэтому стоит обратить внимание на свое здоровье. А также еще король кубков может показывать, что вот после усердной работы вам понадобится отдых. Поэтому вот эти вот 2 позиции показывают, что планируйте свой не только работу, но и свой отдых. И сюрприз года выпала пятерка жезлов и императрица. Такая карта энергичная. Ну вот как и там была королева жезлов. Это огненная стихия, жезлы. Это может показывать сюрприз года. Если у вас еще нет ребенка, вы можете забеременеть или создать семью по императрице. То есть все как бы показывает на то, что вот вы уже готовы. Если же у вас есть семья и дети, и вы больше не планируете, это может показывать ваши какие-то творческие успехи. Также вот и по пятерке жезлов совместная работа с кем-то, какие-то новые планы, реализация новых проектов. Возможно, у вас будет вдохновение на что-то новое, возможно, вы захотите какое-то свое хобби начать монетизировать. Так что подумайте, если вы давно что-то хотели начать, может быть, заняться каким-то творчеством. Творчество у нас и вязание — это тоже творчество. Не обязательно только художники, музыканты. Вот год располагает к тому, что вы будете довольны, если начнете что-то вот реализовывать, какие-то свои давние планы и, возможно, при помощи каких-то других людей. Ну, тут вот еще 4 дракона, но, в принципе, они вас могут вдохновлять. Еще также может показать, что вам иногда придется проявить какую-то гибкость, и тогда вы в целом будете довольны годом. Ну, еще можем вытащить карту в целом характеризующего год. Ну вот, рыцарь мечей. Это показывает, что в целом, да, вам нужно реализовывать, нужно делать какие-то движения, стремиться куда-то, не застревать на одной точке. Этот год, он будет благоволить тем, кто будет двигаться, хоть маленькими шажочками, но двигаться в каком-то направлении. И я думаю, что у вас давно уже были мысли, что нужно что-то менять, не застревать в каком-то одном работа, дом, работа. Иногда нужно как-то вносить в свою жизнь новизну. Нужно начинать что-то делать новое. Вот так это был прогноз для белого дракона. Сейчас будет для темненького. Итак, если вы выбрали темного дракона, то это прогноз для вас. Скажите карты, что ждет в году дракона в 2024 того человека, который смотрит сейчас это видео. Так, что Новый год готовит? Любовь и отношения. Снова императрица выпадает. Материальная сфера и совет карт. Карьера и работа, совет от карт. Здоровье.
И сюрприз от года. Как-то так. Некоторые карты повторяются. Итак, что готовит вам Новый год? Или нынешний год уже? Пятерка пентаклей и отшельник. В целом какие-то могут быть определенные трудности в течение года, и поэтому карты вам предлагают иногда побыть в одиночестве, поразмышлять, может быть, чтобы принять какие-то мудрые решения, обратиться, возможно, к духовным практикам, может быть, подумать, что вам нужно что-то поменять в своей жизни, чтобы нормализовать ситуацию. А, Но, но, в принципе, по отшельнику также показывает, что вы человек умный, что вы можете справиться со всеми трудностями, которые или уже не раз справлялись с трудностями, которыми подкидывала вам судьба. Поэтому не делайте поспешных выводов, не совершайте необдуманных поступков. Лучше в какой-то момент отступить, сделать шаг назад и поразмышлять, побыть наблюдателем, и решение придет, верное решение придет вам от Вселенной, от, возможно, вашего уже предыдущего опыта, и как бы вы справитесь с любой ситуацией. А в отношениях и любви на позиции выпала императрица и рыцарь жезлов. Если кто еще не в паре, у вас есть вероятность встретить вот такого порывистого, энергичного молодого человека, чтобы стать такой довольной императрицей, думающей о домашнем очаге, о заботах, о близких, дарующей радость окружающим. А если же вы в браке, то это сулит вам тоже довольством по императрице. Это все хорошо у вас дома, все хорошо в отношениях. Возможно, какие-то события энергичные, так как рыцарь жезлов — это карта огненной стихии, поэтому, возможно, какие-то приятности будут совершаться в ваших отношениях, будет дарить вам партнер радость. Ну и также эта карта императрицы, это может быть показывать, что вступление в брак или рождение ребенка. Если кто-то давно хотел, то вот этот год благоприятствует беременности и рождению ребенка. А по материальной части выпала башня и девятка жезлов. Совет от карт, что если сейчас вы чувствуете, что у вас все хорошо, что вы стабильны в материальном плане, будьте осторожны, потому что вот какой-то дракон может попытаться разрушить вашу стабильность. Также может показывать, что хотя вот по девятке жезлов вы готовы отстаивать свои интересы, готовы защищать свое имущество от недругов, но проявите внимательность, будьте более внимательны. Возможно, вам будут предлагать какие-то сомнительные сделки, и старайтесь не тратить денег на глупости, на какие-то необдуманные покупки, которые вам, возможно, не совсем будут нужны. Лучше попытаться сохранить ваш капитал, ваши накопления, потому что вы можете быть обмануты и потерять, ну, по башне можно даже сказать, что и все потерять. Поэтому будьте осторожны,
Хотя вот будьте вот по совет от карт, будьте настороже, будьте готовы защищать свое имущество, свои накопления, свои деньги. По работе, по карьере выпал паж пентаклей, пятерка жезлов. Может показывать, что вы сейчас находитесь на какой-то, не очень высокой позиции, возможно, обучаетесь чему-то новому, возможно, поменяете работу, и вам понадобится гибкость в новом коллективе или на старом месте. Но если вы хотите поднять свой уровень дохода, вам нужно обучаться чему-то новому. Вот, чтобы повысить свое материальное положение, вам нужно обучаться чему-то новому. Этот год благоприятствует. Возможно, обратитесь за помощью или там, я не знаю, найдите курсы. Вот тут такая группа людей. А, э, ну, Пойдите учиться. Учиться никогда не поздно. Знания всегда не поздно получать. Они ничего не весят, зато иногда бывают полезны. Вот такой совет от карт. Если вы хотите улучшить свою позицию на работе, то вот вам нужно обучаться чему-то новому. Позиция по здоровью. Выпала десятка мечей и десятка пентаклей. По десятке мечей может показывать, что вы можете заболеть или понадобится операция, понадобится обращение к врачам. По десятке пентаклей, даже если вы потратите деньги на свое лечение, то все будет хорошо, вы выздоровеете. И десятка пентаклей, в принципе, показывает хорошее здоровье. Поэтому не бойтесь, если вдруг в течение года понадобится обращаться к врачам, все будет хорошо. И сюрприз года — королева жезлов и рыцарь мечей. Как я и говорю, это может показывать людей, если вы еще не в паре, вы можете повстречать. Тут видите пара, рыцарь мечей, какой-то импульсивный мужчина и какая-то властная, уверенная в себе женщина, которая твердо стоит на ногах. Такая, можно сказать, даже, наверное, правильная пара. Он будет двигателем прогресса, а она хранительницей очага. Или это может показывать ваше положение на работе, что, в принципе, вы будете чувствовать себя устойчиво, полны энергии будете по королеве жезлов. Как бы год располагает. Дракон — это такой сгусток энергии. И по рыцарю мечей он призывает вас начинать что-то новое, или если проекты с прошлого года не закончены, двигаться вперед. Все будет как бы складываться так, как вы хотите. Главное двигаться, не стоять, не застревать на одном месте, даже если иногда кажется, что вроде бы ничего не происходит, и вы как бы ничего не можете изменить. Всегда что-то можно поменять. И давайте вытащу еще одну карту для характеристики. Девятка кубков. В целом годом вы будете довольны. Как бы вот характеристика целого года 2024. Вот дракон наполнил свои чаши, он остается доволен, тут смотрит на море в каком-то уединенном месте. Поэтому в целом год может быть эмоционально и гармоничен, и чувства у вас будут новые знакомства, новые люди, новые отношения. Вы можете и приумножить свое материальное положение, улучшить. В целом будете довольны. В целом будет хороший очень год. Вы будете таким довольным драконом в конце. Наслаждайтесь приятными моментами года. Не очень расстраивайтесь, если вдруг
будут какие-то и печальные моменты. Иногда они нужны нам для опыта. Вот такие получились расклады. А я вам желаю всего самого наилучшего в нынешнем году дракона. И до новых встреч!